Всем привет! В этом ролике буду выполнять короткую женскую стрижку в форме текстурной шапочки. Друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Это исходная длина, и вот такой результат у меня получится в конце. Такую стрижку я буду выполнять в этом ролике. Буду начинать с нижнего затылочного блока. Вдоль линии окантовки я простригла волосы машинкой над расческой. Выбрала такую технику, потому что волосы у моей модели и так очень короткие. И мне было бы сложно захватить их пальцами, поэтому я решила прибегнуть к такому методу. Такая техника подходит для коррекции коротких стрижек жесткими прямыми волосами. Я создаю плавный переход к верхней линии нижнего затылочного блока. Подцепляю расческой все торчащие волоски, срезаю их, а линию окантовки я доработаю ножницами. Такую технику стрижки лучше выполнять на сухих чистых волосах. Так мы увидим все нюансы, которые нужно будет откорректировать. Здесь я делаю тушевку ножницами, чтобы уже потом мне не возвращаться к этому блоку. По возможности я каждый отдельный блок стараюсь доработать сразу, чтобы впоследствии мне не выполнять двойную работу. Дальше я помыла волосы своей клиентки и нанесла увлажняющий крем для удобного процесса стрижки. Крем позволит волосам дольше не подсыхать. Разделила волосы вот таким образом. И начинаю стрижку с височного блока с плавным переходом на затылок. То есть стрижка у меня будет круговая по форме головы. И выполнять я ее буду в диагональных проборах. В височной секции диагональю я выделяю прядь волос и простригаю ее коротко, примерно на 1 сантиметр, то есть на толщину пальцев. Но также можно стричь в более длинном варианте. Чтобы оттяжка получилась правильной и пальцы не гуляли туда-сюда, мастер должен двигаться по форме головы клиента, то есть стоять ровно напротив простригаемой пряди. Так нужно двигаться, когда мы простригаем круглую форму. Пряди я выделяю диагональными проборами. Срез волос с внутренней стороны ладони, и он параллелен выделенному пробору. То есть прядь я срезаю под углом 90 градусов. Для ориентира я выделяю часть контрольной и часть новой пряди. Срезаю волосы по уровню контрольной. Таким образом я двигаюсь по всей голове, по кругу. Такой диагональю я буду простригать волосы до противоположной линии закругления головы. Немножечко уйду подальше. Затем я там остановлюсь и приступлю к стрижке противоположного височного блока. И буду двигаться аналогичными диагоналями, также по кругу. Средний затылочный блок я соединяю с нижним затылка, с той линией, которую я простригла машинкой в начале ролика. Таким образом у меня получится практически равномерная длина волос по всей круглой форме. Для визуального понимания процесса я нарисовала схему техники, которую я использую. Вот по таким диагональным проборам я простригаю сейчас затылок. Дошла до линии закругления головы и приступила к стрижке височного блока, противоположного. На схеме зелеными линиями я показываю, как я буду двигаться с этой стороны. По сути, делаю то же самое, только в противоположную сторону. Каждая срезанная прядь будет являться контрольной для следующей. Сейчас, по мере продвижения моей стрижки, так как я двигаюсь в противоположную сторону и предыдущие волосы уже на затылке у меня срезаны, то стричь мне будет нечего на затылке. То есть у меня получается перекрестная стрижка, с помощью которой я просто перепроверю качество предыдущих срезанных волос. Двигаюсь также по форме головы, создаю круглую форму. Немного расскажу про данную стрижку. Ее можно выполнять на любых прямых и даже вьющихся волосах. Я создаю форму шапочки.
которая в зоне висков будет иметь более выраженную окантовку, а со стороны затылка плавный переход, но с заметными текстурными прядями. Она подойдет практически к любой форме лица, кроме узкой, удлиненной, также квадратной, возможно, не подойдет, так как она будет акцентировать внимание на тяжелой нижней части лица. Но опять же здесь все индивидуально, так как квадрат тоже бывает разный и еще будет зависеть от черт лица и от того, насколько лицо объемное, полное. Ну и, естественно, от самой укладки. Если, например, зачесывать волосы наверх, то визуально лицо будет выглядеть более вытянутым. Вообще укладки с открытым лицом визуально освежают и в целом делают образ дружелюбным даже. Итак, диагональными проборами я уже простригла оба височных блока и затылочный. Оформляю окантовку в зоне висков. Также пройдусь по всей простриженной форме тушевкой. Тушевка помогает подстраховать качество стрижки, а также подкорректировать новую форму. Я проверяю ладонями форму, еще немного корректирую. Буду приступать к стрижке верхнего затылочного блока. Вертикальным пробором я разделила фронтально-теменную зону на две части. Зону макушки отделяю горизонтальным пробором, который проходит через наивысшую точку головы. Как я ее буду стричь, покажу на схеме. Горизонтальным пробором я выделяю прядь и простригаю ее по уровню нижних волос. Она будет являться контрольной. Параллельно контрольной я выделяю следующую прядь, подтягиваю ее к главной и состригаю на таком же уровне. Таким образом я буду простригать всю левую часть зоны макушки. То есть все волосы сверху я буду подтягивать контрольной. У меня образуется плотная линия шапочки на затылке, которую впоследствии я откорректирую. Придам ей текстуру, но в то же время сохраню массу и объем волос. Пряди стараюсь выбирать тонкими проборами, не толще 1 см, для того, чтобы мне увидеть контрольную линию среза. То есть, по сути, я накладываю прядь на прядь и срезаю в одну линию. Точно так же буду стричь правую сторону макушки. Здесь я удлинила свой пробор в сторону ранее простриженных волос слева, для того, чтобы мне увидеть контрольную линию. Срез параллелен пробору, оттяжка 45 градусов к первой контрольной. После того, как простригла первую линию макушки, я проверяю баланс. Баланс лучше проверять, взяв 2 пряди с противоположных сторон, но с одинаковых точек, то есть симметричных. Часто бывает так, что мастера проверяют баланс волос с разных уровней, поэтому нужно быть внимательным. В противном случае тогда зачем его вообще проверять? Здесь видно, как у меня образуется четкая линия по окантовке шапочки. В сухом виде она будет более выраженная, плотная, и я ее потом доработаю. Здесь уже практически ничего не срезается, но я иду до самого конца, все прочесываю, перепроверяю, для того, чтобы быть уверенным в качестве своей работы. В точке соединения в центре макушки я срезаю образовавшийся уголок и создаю полукруглую линию, дорабатываю линию окантовки. Дальше я буду создавать слои на макушке. Для этого в центре вертикальным пробором я выделяю прядь, она будет контрольной, простригаю ее, параллельно пробору срезаю уголок, то есть немножечко закругляю. Таким образом я буду формировать слои. Пряди выделяю радиальными проборами, новые пряди оттягиваю к предыдущей. Стригу по форме головы. Двигаюсь от центра влево, затем от центра вправо. При оттяжке пряди перпендикулярно голове, нижние волосы у меня не срезаются.
Именно на эти волосы я ориентируюсь, когда формирую округлую линию. Итак, я простригла макушку, создала слои, и вот так это выглядит в мокром виде. Дальше буду стричь боковые секции фронтально-теменной зоны, то есть линии закругления головы, формировать зону шапочки. Для этого горизонтальным пробором я отделяю тонкую прядь, оттягиваю ее под углом 45 градусов и состригаю, ориентируясь на ранее простриженные волосы затылка, соединяю линии. Далее параллельно контрольной пряди я также выделяю еще одну прядь волос, подтягиваю ее к главной и состригаю на таком же уровне. Таким образом, я все волосы слева подтягиваю контрольной пряди и состригаю на ее уровне под углом 45 градусов. Сначала формирую левую сторону шапочки, затем правую. У меня образуется небольшая градуировка, которую я затем доработаю, но уже на сухих волосах. Сохраню плотную линию, но придам текстуру. Волосы я подтягиваю в прямую проекцию на себя, то есть у лица я волосы не закругляю. Формирую прямую линию. Чтобы стрижка получилась качественной, волосы должны иметь одинаковую влажность, поэтому за этим нужно следить. При необходимости смачивать водой, либо нанести любое увлажняющее средство, как я это сделала в начале ролика, которое позволит волосам дольше не подсыхать. Итак, я подстригла всю фронтально-теменную зону, сформировала градуировку и сейчас оформляю окантовку. После чего я буду создавать слои во фронтальной части. Я тщательно прочесываю волосы, проверяю качество среза. Если какие-то волоски вылезают, я их срезаю. Вычесывать волосы лучше расческой с мелкими зубчиками. Теперь я приступаю к созданию слоев. Для этого в центре фронтально-теменной зоны вертикальным пробором я выделяю контрольную прядь и срезаю параллельно полу, создаю прямую линию. От центра я сначала простригу правую часть зоны в таких же вертикальных проборах, где каждая простриженная прядь будет являться контрольной для следующей. Выделяю часть контрольной пряди и часть новой и срезаю по уровню контрольной. Всю правую зону шапочки я подтягиваю наверх, волосы уже не срезаются. Аналогично я простригла левую сторону. Здесь я уже приступила к сушке волос. Использую тоннельную расческу, немножечко приподнимаю корни и тщательно просушиваю волосы. Покажу, как можно легко с помощью этой расчески уложить челку наверх. Подхватываете короткими зубчиками волосы, ведете наверх и поворачиваете немножечко расческу на себя. И таким образом образуется небольшой залом, который зафиксирует челку наверх. Затем ее можно стабилизировать любым стайлингом, например, лаком для волос. Здесь я дорабатываю зону шапочки, делаю легкий пойнтинг, разбиваю плотную линию, состыкую две зоны. Образованные более короткие нижние волоски будут являться подложкой для верхних волос. Таким образом, верхние волосы будут красиво нависать на линиях закругления головы. Форма шапочки не будет искажаться даже без укладки. Такая стрижка будет отрастать красиво и не потребует частой коррекции.
Форма подходит для тех, кто хочет отрастить волосы. Обратите внимание, что пойнтингом я формирую не всю часть шапочки, а лишь состыкую две зоны. Таким образом у меня сохраняется длина волос на шапочке, формируется текстура, а снизу создается опора для этой текстуры. Также я облегчаю плотные концы верхней части волос, убираю излишки густоты, придаю им направленность. Во время пойнтинга я направляю пряди на лицо. Здесь уже вырисовывается красивая текстура, легкость, динамичность. Осталось добавить немного стайлинга и уложить волосы, что я и сделала. Вот такой результат у меня получился. Пишите в комментариях, понравилась вам стрижка или нет. Ставьте лайки, если понравилось. И не забывайте подписываться. Всем пока!